Всем привет! А к нам бабье лето пришло. Температура не такая уже и большая. Днем градусов 10-12, а ночью и того мороз. Но так как солнце светит весь день ярко, да ветра практически нету, так ощущается намного теплее по сравнению с той неделей, когда было дождливо и сильный ветер. Недаром же говорят, все познается в сравнении. Такой погодой было бы хорошо пойти в лес прогуляться, любоваться осенними красками, слушать шуршание сухих листьев под ногами. Да и грибы, наверное, еще есть. По крайней мере, зеленки так точно должны быть, раз у меня вон за сараем растут. А мне красивых пейзажей и здесь хватает, а в лес особо и некогда идти, работы много. Вчера в город по делам ездил. На обратном пути на кладбище заехал посмотреть, как там дела, прибраться немного. И заметил неподалеку, скорее всего, дом когда-то был. Камней наброшена и яблонька росла красивая. А под ней много яблок пособирал. Некоторые еще на ней висели, довольно-таки хорошие, так в ящик поклал. А эти все забрал, довольно такие сочные и сладкие. Так вот, нужно будет придумать что-то сделать с ними. Не знаю, может, сока натискаю вместе с тыквой. Нужно же ее куда-то перерабатывать. Те, которые у меня были, так особо не было времени заниматься ими. Как раз там сено, пчелы, так я только так насушил некоторых. А остальное все кроликам отдал. Если что, можно будет и эти тоже. А я продолжаю собирать урожай. По сути, осталось не так уже и много, как говорится, вышел на финишную прямую. Свеклы тут рядков 6 выбрать, и капусту убрать и свести, это все. Как говорится, дембельский аккорд. Если ничего не будет отвлекать, то по идее сегодня и закончу. Хорошо и погодка сопутствует, приятно на улице находиться. Да и свеклу, которую выбирал в сырую погоду, раскрыл, подсохнет как раз перед тем, как на хранение класть. Такой погодой, в принципе, можно было бы и гречиху разложить, высушить. Уже не актуально, она практически высохла в сушильном шкафе. А так бы пришлось бы недельку потягаться, так как до обеда обычно еще иней стоит. А вечером, как уже солнце прячется за лес, начинает роса выпадать, 2 часа бы сохло. Довольно так тепло. Сегодня даже и пчелы вылетели на фацелию. Это, конечно, нехорошо, что они так поздно из улья за нектаром летают. Крылья износятся, зимовать будет тяжело. Но в любом случае, в такую солнечную погоду они что-нибудь да и тащили. Так лучше пусть фацелию, чем какой-нибудь падевый мед. Хотя, скорее всего, его уже и не будет, так как довольно поздно и большая часть листьев уже и осыпалась. Хотя он ехал из города, видел в километрах 2-3 отсюда горчица цветет поле. Или в другую сторону, в конце августа, рапс задисковали, а он сейчас снова вырос и цветет. А с крестоцветных нектар не очень хорошо в зиму, быстро кристаллизуется. Да и читал на форумах, что многие пчеловоды отзываются, что на таком меде они плохо перезимовывают. Высоко полетели, значит, холода еще не скоро будут. Да и по прогнозу смотрел, на ближайшие дни ночью потеплеет, морозы отпадут и будет уже больше 6. И хорошо, а то он траву везде прихватила, полегла, а фацелия моя устояла и еще немного побудет. Я ее сейчас кроликам понемногу отдаю, лопают за милую душу, а так на сено перевел, сидели, голодали несколько дней, потом начали по чуть-чуть есть. А так будет еще
сколько им на неделю, наверное, кормить. Ну и ботву еще даю понемногу. Да и ботву уже подморозило. А еще смотрю свеклу, которую откидывал в сторону и не почистил, когда дорогу освобождал, чтобы за тыквами заехать. Утром чистил и смотрю, что ее тоже подморозило. Ну, ничего страшного, месяц-другой, думаю, полежит, не успеет испортиться. Буду в первую очередь отдавать. Вот дурнила. И что теперь делать? Захожу, а на этот пакетик для крыс яд есть. Уже практически целиком сожрала. Шадо, иди домой. Иди домой. Иди домой. Слышь. Иди домой. Пошли домой. Пошли. Шадо, пошли домой. Пошли. И что ты наделала? А? Что теперь с тобой делать? А? Пошли домой. Какое-то бабье лето совсем короткое получилось. Всего лишь несколько дней, и опять осень вернулась. Стало пасмурно и сыро. Ну, хотя бы за это время я успел огороды убрать. Осталось только капустку собрать, и можно будет запахивать. Ну и фацелию, но ее я так по чуть-чуть отдаю, то уже позже запашу. А, ну еще эти. Собрать семена свои, а то я покупал, в пакетике их совсем чуть-чуть было, а схожесть совсем никакая, вон только 2 калио выросло, и они не справились с защитой капусты. Приходилось ходить периодически этих гусениц собирать.
А так можно сейчас будет семян насобирать много. На следующий год полностью по периметру засадить капусту, и бабочки не услышат ее, запах будут отвлекать. Все плохое сразу в тачку и на компостную кучу повезу, чтобы уже на огороде ничего не оставалось, а можно было спокойно заехать и в подходящую погоду начинать сразу и запахивать это все. Ну, те листики, которые покрепче, откидываю в мешок. Кроликам будет на лакомство, хотя им много не рекомендуется, но по чуть-чуть буду давать, тут не так и много будет. Может, мешочек на всех 20 как раз кину, то не так и много и будет совсем. Ничего даже и не заметит с их желудком. Они у меня практически все жуют сейчас. Ну, кроме тыквы. Ну, а остальное все себе. Повезу на хранение на зиму. Как все уберу, скорее всего, мешочка 3 полных будет. Мне так его вот так вот, даже с лихвой, что-то, скорее всего, и заквашу. Потому что, наверное, я не успею ее все съесть. Ах, да, забыл сказать, хотя вы, наверное, уже и сами заметили, беспокоились. С Шадой все в порядке, он бегает, гуляет. Я тоже переволновался изначально, как она съела эту траву. Но потом загуглил, почитал, и там написано, что для кошки должно быть намного больше концентрации, а такая маленькая для них не сильно страшная. Ну, на всякий случай, оставил ее дома возле себя, на улицу не выпускал, как обычно, на ночь. Смотрел, чтобы все хорошо было. Ну, она всю ночь мурчала, ничего даже, наверное, и не почувствовала. Хотя какое там почувствует? Она накануне, пока я здесь свеклу убирал, возле того стога бегала, 4 мыши словила, съела. Все, что видела, двигалось сразу в расход. После такого аппетита я не думаю, что с ней бы какая-нибудь маленький кусочек отравы что-то сделал. Но все равно я ее сейчас теперь туда не пускаю. Пока она здесь топчется, мыши-то ее может и бояться, и не вылазит своего носа из норок. А когда она где-нибудь так бегает, то спокойно себя гуляет. Ну а если она всю отраву поест, то никакой защиты тогда не будет. Ну, урожай-то весь, может, они не съедят, не успеют. А вот покусать-то точно покусают. А урожая вон сколько получилось. Практически целая яма. Ну, еще морковочку принести, так точно полная будет. Я ее пока в сеновале прикрытой оставил, пока заморозки ночью были. Ну, ее-то съедят кролики, не так уже и много. Килограмм 150 на 20 штук, то вполне. А вот свеклы будет, наверное, за много. Надо будет попробовать дать объявление, может, продам излишки. Хотя я так прикинул, если бы не продавал сено, которое накосил, и плюс это свекла, то и можно было бы и козу спокойно прокормить зимой. И было бы свое и молочко, и творожок. Кстати, недавно видел в объявлении в группе бесплатно 2 коз отдавали. Можно было бы, вот так сказать, за шоколадку заиметь. Ну, с ней возиться много. Будто там семья, а мне одному. Ну, только что Шаду. О, кстати, крадется уже. Шаду нет.
И откуда ты целишься, а? Куда собралась? Через чудак перелезла уже. Я же тебя оставлял на улице. Ну иди, нельзя тебя сюда. Иди домой. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Решил я пособирать семена и еще и на поле съездить. Ну, сейчас оно-то не презентабельно выглядит. А вот если бы на него посмотреть в начале осени, то здесь, наверное, было бы и не хуже, чем на лавандовом поле. Да и для пчел раздолье было очень хорошее. Хотя мои и не летали сюда довольно-таки далеко, километров 15. Так вот и думаю, насобирать семена, поразбрасывать вблизи дома по пустырям, чтобы там было им летать. Не нужно было далеко. Медопродуктивность данного растения не сильно-то большая, как написано в некоторых источниках, от 60 до 150 кг с гектара. Но плюс его очень большой в том, что цветет оно тогда, когда уже и взятка-то особо нету. С конца августа по конец сентября, и пчелкам будет хорошее подспорье перед зимовкой. У нас такой порой, наверное, только золотарник один цветет. Но его-то не будешь распространять, можно и штрафу получить. Да и сам он хорошо справляется с этой задачей. Ну а эти шишки используют еще в декоративных ландшафтном дизайне. Ну и еще и хорошее медицинское предназначение от многих недугов помогает. Да и на корм животным дают. Довольно-таки стимулирующий эффект у них для роста. Ну только что вот я не видел, чтобы кто-то из пчеловодов о нем отзывался как о хорошем медоносе. Только написано в литературе, что медопродуктивность есть. Может быть, пчелы и не летят на него. Ну, надо будет попробовать. Как-то я поздно заметил его. Ну, знает кто-нибудь, что это за растение такое? А никто не догадался? Ладно, не буду я вас больше мариновать, и так, наверное, с интригой уже затянул. Это эхинацея пурпурная, ну, только что уже гербарий. Растение с одними плюсами. Ну, только что минус, может, что шишки колючие. И на семена не очень удобно собирать. Неприятно. Ну еще может быть одно из лечебных свойств. То, что помогает от ОРВИ такой погодой довольно-таки актуально. А вот то, что повышает репродуктивную функцию, в моем-то случае не очень-то и хорошо. Я пока еще холостой, и куда ее эту энергию лишнюю девать? Ну, только что, как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», дрова почаще колоть. Хотя отопительный сезон уже начался. Слышали выражение «мышь повесилась»? А видели? Наверное, подумала, что я шада буду. Так руки на себя наложила, чтоб не мучиться.